Всем привет! На связи Андрей. Сегодня я назначен командиром звездолета и по совместительству инструктором первой помощи. А расскажу я про термические ожоги и все, что с этим связано. Итак, первая помощь на ПРОСМП. Поехали! Начнем, как ни странно, сначала. Кожа является самым крупным органом тела человека. Она выполняет множество важных функций, в том числе механическую и барьерную, для защиты организма от внешней среды, сохранения тепла и жидкости внутри нашего тела и предотвращения попадания в организм бактерий и других микроорганизмов. Термический ожог– это травма вследствие высокотемпературного воздействия на наше тело, которое повреждает кожу и подлежащие ткани. В быту чаще всего встречаются ожоги горячими жидкостями или паром, далее ожоги пламенем, которые вызывают открытый огонь, а также контактные ожоги при непосредственном соприкосновении с горячим предметом, например, со скаленной металлической поверхностью. Реже встречаются конвекционные ожоги, которые вызывают горячий воздух и инфракрасное излучение от раскаленных предметов или открытого пламени без непосредственного контакта с кожей. Существует принятая медицинская классификация степеней ожогов. Однако, с точки зрения первой помощи, нам проще будет разделить ожоги на поверхностные и глубокие. Поверхностные ожоги– это ожоги в пределах эпидермиса и немного затрагивающие дерму. Их признаком являются покраснение и отек кожи в месте воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью. При глубоком ожоге повреждается не только кожа на всю глубину, но и подлежащие структуры, например, подкожно-жировая клетчатка, мышцы, фасции и кости. Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым содержимым, которые могут быть частично разрушены, а кожа может иметь следы обугливания. Стоит отметить, что на тяжесть ожоговой травмы влияет не только глубина повреждения, но и площадь ожога. Поэтому поверхностные ожоги большой площади, а это более 15% поверхности тела у взрослых и более 5% у детей или пожилых людей, являются опасными для жизни и могут приводить к тяжелым последствиям, таким как ожоговая болезнь. Ожоговая болезнь– это сложный комплекс взаимосвязанных патофизиологических реакций и клинических проявлений в ответ на ожоговое поражение кожи и подлежащих тканей. Но мы сегодня не планировали погружаться в патофизиологию, так что просто пропустим это. Поэтому сразу отметим, если площадь ожога составляет более 5% поверхности тела у взрослого или 1% у ребенка, необходимо обратиться в медицинское учреждение. Итак, с классификацией разобрались. Теперь немного про определение площади ожога. Точно определить площадь поражения достаточно затруднительно из-за индивидуальных особенностей человека. Роста, массы, формы, длины конечностей. Один из простых способов– это метод ладони. Площадь ладони пострадавшего, обратите внимание, именно пострадавшего, а не вашей, приблизительно равна 1% площади поверхности тела. Другой способ, так называемое правило девяток. Площадь всего тела делится на участки, кратные 9%. Голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, руки по 9% каждая, каждое бедро и голень также 9%, спина 2 раза по 9%, то есть 18%, оставшийся 1% область промежности. У детей это правило не применяется, так как пропорции тела могут значительно отличаться в зависимости от возраста. Переходим к первой помощи. Как обычно, не забываем про собственную безопасность и опасные факторы вокруг. Обычно ожоги не возникают сами по себе. Что-то эти ожоги вызвало, например, пожар, кипяток, короткое замыкание и так далее. Надо понимать, что при любом виде ожоговой травмы существуют определенные опасные факторы, сопутствующие устранению источника высокой температуры. Например, если в помещении начался пожар, то следует помнить, что вы и сами можете сгореть. Как бы смешно это ни звучало, это именно так. Современные материалы не только очень быстро горят, но и могут выделять токсичные продукты горения, например, угарный газ или цианистый водород. Их вдыхание вам точно не понравится, приведет к быстрой утрате сознания и медленной мучительной смерти. Тушение пожара и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара, не входят в обязанности обычного человека. Вы должны это понимать. Если вы не пожарный, то, прыгнув в горящую избу, у вас появляется не иллюзорный шанс увеличить работу патолога-анатома, а пожарные за подобное вообще награждают иногда. С личной безопасностью разобрались. Представим, что пострадавший сам выбежал из горящей избы и вам ничего не угрожает. Что делать с этим пострадавшим? Первым действием необходимо устранить сам источник высокой температуры. Сбить пламя, потушить горящую одежду или быстро переместить пострадавшего из горячей зоны. Пару слов про тушение горящего человека.
Для возникновения любого пожара необходимы три основных ингредиента – кислород, топливо и источник зажигания. Без них процесс горения не может начаться или продолжаться. Устранение любого из трех компонентов вызовет прекращение горения. В случае, если горит одежда на человеке, ткани тела и одежда обеспечивают топливо. Кислород в большом количестве присутствует в окружающей атмосфере, а воспламенение возможно от любого источника огня. Не позволяйте пострадавшему бежать, это только раздует пламя и увеличит скорость горения. Пострадавшего надо попросить лечь на пол горящей стороной вверх или попытаться уложить его силой. Поскольку пламя всегда горит вверх, горизонтальное положение не только предотвращает попадание пламени на лицо, голову, волосы, но также предотвращает распространение огня по всему телу. Пострадавшего нельзя катать по земле, как это традиционно рекомендуется. Это может перенести огонь на ранее неповрежденные участки. Горящая поверхность должна по возможности оказаться сверху, а не под пострадавшим. Это связано с тем, что расплавленная ткань во время прижатия ее к коже просто к ней приклеится намертво, что в дальнейшем осложнит лечение. Кроме того, прижатая горящая одежда увеличит количество поступающего к коже тепла, что усилит ожог. Пострадавший оказался на земле? Отлично. Тушите огонь как можно скорее. Для тушения используем воду или любую другую негорючую жидкость. Молоко, газировку, пиво. Пострадавшего следует положить на землю горящей стороной вверх, а затем накрыть хлопчатобумажной тканью, одеялом, ковром, пальто или любой другой плотной тканью. Для этой цели не следует использовать нейлон, полиэтилен или другой легковоспламеняющийся тканевый материал. Прикрытие горящего тела исключает поступление воздуха, лишая горючее ткани тела кислорода, и огонь гаснет. Как только это будет сделано, ткань следует немедленно снять, так как она сохраняет тепло. В некоторых зарубежных рекомендациях предлагается не просто накрыть тканью, а прижать ее, чтобы уменьшить количество кислорода между кожей и тканью для тушения. С одной стороны, это позволяет быстро потушить огонь. С другой стороны, это увеличивает поступление тепла к коже из-за прижатия горящей одежды. Что лучше, решайте сами в конкретной ситуации. Огонь потушили. Что дальше? После прекращения воздействия термического агента, по возможности, следует как можно быстрее удалить с поврежденного участка тела тлеющую одежду, украшения, кольца, браслеты. Ведь все это тоже нагрелось и продолжает выделять тепло и может дальше повреждать ткани в течение длительного времени. Кроме того, участки обожженных мягких тканей будут в дальнейшем отекать. Кольца и браслеты выступят в роли жгутов, ухудшая кровоток в поврежденных конечностях. А это тоже ни к чему хорошему не приведет. Да и снять их со временем будет очень сложно, лучше снимать сразу. Образовавшиеся от циркуляционных ожогов отеки со временем тоже станут сдавливать конечность по кругу и нарушать ее кровообращение. Если быстро и аккуратно снять одежду невозможно, то необходимо начинать охлаждение места ожога прямо через нее. При этом сильно пригоревшую и прилипшую к ране одежду отрывать нельзя. Аккуратно отрезаем ее по периметру ожога, остальное – дело врачей в больнице. Помните, что ключевым этапом первой помощи при ожоге будет являться скорейшее охлаждение поврежденного участка тела. Следует знать, что подкожная температура остается высокой некоторое время даже после удаления источника тепла. Рекомендации Европейского совета по реанимации, а также учебное пособие по первой помощи, рекомендованное Минздравом, предписывают охлаждать ожоговую поверхность прохладной, но не ледяной водой не менее 20 минут. Стоит отметить, что не существует научно обоснованных рекомендаций относительно конкретной температуры охлаждения или предпочтительного метода охлаждения, например, гелевые подушечки, повязки, холодные компрессы или вода. В существующих обзорах различных исследований и рекомендаций подчеркивается низкий уровень доказательности C, D или 4-5 по российской классификации. Например, в одном из исследований, опубликованном в британском журнале хирургии в октябре 2019 года, проведенном на людях, было продемонстрировано благоприятное влияние охлаждения на глубину ожоговой травмы. В исследовании были включены 25 пациенток, перенесших операцию по реконструкции груди. Исследование проводилось при помощи специального аппарата, одна часть которого использовалась для создания ожога, а вторая для обеспечения равномерного и постоянного охлаждения. Женщин сначала локально жарили, потом ожоги либо охлаждали, либо не охлаждали, в зависимости от эксперимента или от того, насколько они понравились исследователям. Охлаждение осуществлялось при 16 градусах в течение 20 минут, через 2 минуты после возникновения ожога. Было выявлено, что такая температура и продолжительность охлаждения последовательно уменьшали образование волдырей, эритемы и отека обожженной кожи и способствовали уменьшению глубины ожога в среднем на 25% толщины дермы. Теперь пару слов о том, чего не надо делать. Первое.
Необходимо понимать, что мы должны охлаждать ожог, а не пострадавшего, поэтому обширные ожоги охлаждать не стоит. Охлаждение больших поверхностных ожогов может привести к гипотермии, что в последующем осложнит течение ожога, особенно на фоне большой потери жидкости, вызванной травмой. Что считать большим ожогом? Тут мнения различных рекомендаций разнятся. В отечественных клинических рекомендациях написано охлаждать ожог до 10% поверхности тела. На этом и сойдемся. Также не стоит использовать лед и ледяную воду. Это может привести к интенсивному сужению сосудов, ухудшит питание тканей и усугубит дальнейшие повреждения. Что будем делать с ожогом большой площади? Предотвращать гипотермию. Поэтому накроем пострадавшего чистой сухой простыней, лучше не хлопчатобумажной, и спасательным покрывалом. Пострадавшего следует утеплять, даже если температура окружающей среды не кажется вам низкой, поскольку при повреждении кожного покрова утрачивается функция терморегуляции. Кроме того, активное испарение жидкости с ожоговой поверхности тоже снижает температуру тела. Второе. Не вскрывайте волдыри самостоятельно. Мнение специалистов и тактика тут тоже может разниться. От немедленного удаления, отсроченного удаления до оставления их нетронутыми. Решение об удалении проколия волдырей должно быть оставлено на усмотрение специалиста по ожогам, то есть до больницы. Третье. Пожалуй, самое главное. Не используйте какие-либо лекарства, агрессивные антисептики или средства народной медицины. Не наносите на ожоговую рану мази, кремы, лосьоны, порошки, жир, растительное или сливочное масло, зубную пасту, сметану и другие липкие вещества и тому подобное. Они затрудняют оценку характера, глубины и распространенности ожоговой раны врачом. Более того, когда к пострадавшему приедет скорая помощь или он сам доберется до врача, его заставят все это смывать, чтобы не только осмотреть рану, но и нормально ее обработать. Смывание намазанных на ожоги средств доставит пострадавшему неизгладимый спектр новых ощущений и эмоций. Короче, спасибо он вам не скажет. Также не стоит использовать пантенол после травмы. Причин тут несколько. Пена– теплоизолятор, и ее нанесение ухудшит теплоотдачу из поврежденных тканей и возможность восстановления этих самых тканей. В первые дни основная задача– это предотвратить инфицирование раны, а для этого лучше подходят антисептики. Пантенол не содержит в своем составе антисептиков. Заживление ожогов начинается спустя несколько дней с момента получения травмы. Пантенол– это средство, которое ускоряет рост эпителия и немного размягчит корочку, поэтому применять его нужно спустя несколько дней. Отдельно хочу передать привет любителям мочи. Тем, кто практикует такое средство, можно посоветовать принять ее перорально самим. И вреда особо не нанесет, и потребность в применении мочи удовлетворит, и пострадавший, может быть, поржет над вами. После охлаждения нам необходимо предотвратить дальнейшее загрязнение раны. Для этой цели подойдут различные повязки. При отсутствии специализированных противоожоговых повязок используйте чистую сухую ткань. Свободно, а не туго, обмотайте поврежденный участок или аккуратно приклейте, используя качественный рулонный пластырь. В ряде статей и исследований в качестве повязки для ожога рекомендуется применение пищевой пленки. Во-первых, будучи эластичной, она повторяет контуры раны и образует непроницаемый, неклейкий барьер. Ее нанесение и удаление происходит легко и безболезненно. Более того, будучи прозрачной, она также позволяет осмотреть рану. Ее применение способствует уменьшению потерь тепла и испарения. Кроме того, риск заражения при использовании пищевой пленки чрезвычайно низкий, так как она формирует очень неплохой защитный барьер. Теперь немного про современные гидрогелевые противоожоговые повязки. АЛКОР, то есть Международный комитет по реанимации, в 2015 году сравнил влажные и сухие повязки при ожогах. Но не удалось найти каких-либо подтверждающих доказательств в пользу любого типа повязок при термических ожогах на догоспитальном этапе. В обзоре АЛКОР 2020 года были рассмотрены повязки для оказания первой помощи при поверхностных термических ожогах. Обзор показал, что большинство публикаций сосредоточено на внутрибольничном лечении частичных или полных ожогов, и что ни одна из ожоговых повязок не может быть предпочтительнее любой другой для оказания первой помощи при поверхностных ожогах. Также в одном проспективном, рандомизированном, контролируемом исследовании при лечении ожоговых травм у детей, проведенном в Австралии в 2021 году, не было обнаружено существенных различий по шкале боли между группами, получавшими гидрогелевые повязки, и теми, кто получал стандартную помощь. В ряде других исследований, наоборот, сообщалось, что гидрогелевая повязка уменьшала боль и улучшала заживление ран. Однако все исследования были проведены на малых выборках. Несмотря на это, по разным исследованиям гидрогелевые повязки могут быть альтернативой охлаждению ожоговых ран струей воды, особенно в случаях массового травматизма, отсутствия чистой воды, переохлаждения или обширных ожогов.
Гидрогелевые повязки образуют стабильный и механически прочный гидрогелевый покров толщиной около 3 мм. Высокое содержание воды в повязках влияет на их свойства. Они обеспечивают достаточную гидратацию раны, сильно поглощают раневое отделяемое, вызывают разрушение нежизнеспособных тканей. Гидрогели, содержащие в основном воду, отводят накопленное в коже тепло путем испарения. Они не только охлаждают ожоговую рану, но и частично уменьшают боль, защищают область раны от загрязнения и дальнейших травм. Гидрогели идеально использовать в первые часы после травмы. Но поскольку они сами по себе не обладают антимикробными свойствами, они не могут предотвратить попадание инфекции в рану. Есть повязки, в состав которых входят лекарственные средства. Такие повязки могут обладать противомикробной активностью или стимулировать заживление ран. Отдельно стоит отметить, что некоторые противоожоговые повязки содержат в своем составе местные анестетики, такие как лидокаин. Он является аллергеном и может вызвать аллергическую реакцию у пострадавшего. В каких же случаях после ожога нужно обратиться за медицинской помощью? Давайте попробуем их перечислить. Итак, первое. Площадь ожога составляет больше 5% поверхности тела для взрослого. Второе. Имеется подозрение на глубокий ожог. Третье. Обожжены глаза, лицо, уши, кисти, стопы, области крупных суставов, промежность или половые органы. Четвертое. Ожоговые раны расположены циркулярно на конечностях. Пятое. Было поражение электротоком, в том числе молнией. Шестое. Имеется подозрение на ожог дыхательных путей или отравление продуктами горения. Седьмое. Ожог у ребенка или у пожилого человека. Восьмое. Имеются ожоги, а также тяжелые сопутствующие травмы или заболевания. Итак, куда обращаться? Есть три варианта. Не можете передвигаться самостоятельно или большая площадь ожога? Вызывайте скорую помощь. Считаете, что можете самостоятельно добраться до врача? Обратитесь в травмпункт или в приемный покой больницы. В заключение, пара слов про маленьких детей и стариков. Нередко они не могут словами описать весь спектр своих переживаний. Ожог — это больно. Вспомните хотя бы солнечные ожоги, которые вы получали. А ведь это редко что-то сильнее первой степени. Больно жжется, мешает спать и вообще всячески портит жизнь. Так вот, если у вас маленький ребенок, не надо тупить. Обматывать его подорожником, мазать маслом, зубной пастой или мочиться на него. Отведите его к специалисту, и он вам поможет. И последнее. Если вы столкнулись с пострадавшим и его ожогами, а все, о чем я сейчас рассказывал, вылетело из головы, просто обратитесь к специалистам. Не нужно совершать неправильных, неэффективных, а зачастую и просто вредных действий, даже если это советует ваша бабушка. Берегите себя и своих близких. А на сегодня все. До новых встреч!